Канал «Творчество для всей семьи» посвящает этот проект 1 марта, Международному дню кошек. Для первой идеи подойдет любой картон. Ссылку на этот силуэт я оставлю в описании. Оклеиваю салфеткой и клеем ПВА, разведенным водой. Я сделала раствор из сухой шпаклевки. Если у вас толстый картон, этот этап работы можно пропустить. Окрашиваю акриловыми красками, можно любыми другими. А этот кот будет из папье-маше. Для основы беру втулку от туалетной бумаги и кусочек картона. Оклеиваю заготовку скотчем, чтобы она не намокла и не деформировалась во время сушки. Наношу тонкий слой массы папье-маше, которую можно заменить любой другой массой для лепки. Массу папье-маше я готовлю из резаной офисной бумаги. Ссылка будет в описании. Если вы делаете эту работу вместе с детьми, рекомендую на этом этапе дать заготовке подсохнуть часов 6-8.
Окрашивать буду под керамику, от темного к светлому. Ссылка на более подробный кошачий мастер-класс в этой технике вы можете найти в описании. Для третьей идеи я взяла старую рамку и в краску добавила соду для лучшей укрывистости и создания текстуры. На листе бумаги разметила размер картинки. Лепить буду из бумажной глины, можно из любой другой массы для лепки. Я решила сделать портрет, вернее дружеский шарж на нашего кота. Чарли в марте будет 16, и он активно участвует в создании канала.
Окрашиваю акриловыми красками. Досмотрите это видео до конца, и вы увидите, в каких условиях приходится работать. Я приготовила маленький трафарет. Как сделать трафарет своими руками, оставлю ссылку в описании. Спасибо, если все еще смотрите. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Но это еще не все. Включил? Включил? Да. Может, ты наступишь, Чарли? Но все равно закрыл, перекрыл все твои. Неважно, там его видно. Видно. Куда? Куда? Мои руки видно. Вон, иди. То туда, то сюда гоняют бедного кота. Ну, Чарли, твою ж мать.